Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы начинаем сегодняшнюю видеовстречу. Сегодняшняя видеовстреча будет посвящена вопросу воссоединения родных душ, и мы постараемся рассмотреть те основные этапы, которые проходят мужчина и женщина на пути своего воссоединения, когда они встречают свою родную душу. Ну и вначале, как всегда, предисловие, почему возникла эта тема, почему мы решили сегодня поговорить об этом. Оказалось, что на сегодняшний момент, несмотря на то, что достаточно часто мы об этом говорили, упоминали на видеовстречах и в своих постах, тем не менее, на сегодняшний момент еще нет достаточного осознавания тех закономерностей, тех закономерных этапов, которые проходят родные души после того, как они встречаются, после того, как они узнают друг друга. Уже у всех на слуху такие термины, как внутреннее очищение, трансформация. Кто-то даже упоминает и имеет в виду преображение. Но вот такой целостной картины всего происходящего, наверное, на сегодняшний день еще присутствует не у всех. Поэтому сегодня мы как раз-таки хотим рассказать о том, какие этапы проходят родные души на пути воссоединения, какой этап следует один за другим, какая там есть закономерность, почему происходит, скажем так, пробуксовка на определенных этапах, какие-то этапы затягиваются, до других, возможно, этапов родные души не доходят. Вот эти причины мы будем сегодня рассматривать на сегодняшней видеовстрече. И, как всегда, в начале у нас просьба ко всем, кто у нас в интерактиве, пожалуйста, напишите нам, хорошо ли нас сейчас слышно, идет ли звук, и все ли видят трансляцию. Изображение и звук должны быть хорошие. Да, все хорошо. Ну, тогда просто еще раз напомним, что во время видеовстречи вы можете, в паузах вы можете писать вопросы в чате, и потом в конце, если будет желание, то можно будет пообщаться голосом в режиме вопрос-ответ по вашим вопросам, по вашим комментариям. Итак, первое, с чего начинается, естественно, это с момента встречи родных душ. Тут нужно сказать, что такая встреча может произойти случайно, непреднамеренно, негаданно, нежданно, как говорится. Но такая встреча может быть родными душами очень и очень ожидаемо, приближаемо. То есть они могут сознательно идти как бы навстречу друг другу, искать друг друга. Вот этот момент поиска, момент осознавания того, что вам нужна ваша родная душа, вот именно родная душа, это относится к другой стадии отношений родных душ. Она идет перед тем, как родные души воссоединяются, встречаются, естественно. Там в этой стадии есть свои этапы, есть свои закономерности. Об этом мы, наверное, будем рассказывать на других встречах. Возможно, мы это будем описывать в своих постах, статьях. Там тоже очень много интересных моментов. То есть то, что встретились родные души, это, конечно же, совершенно не случайно, потому что такая, можно сказать, знаменательная встреча, она не происходит просто так. Она происходит с очень большой задачей для обоих, как правило.
Момент встречи, момент узнавания может быть в каждой паре, может проходить по-своему. То есть кто-то сразу же узнает свою родную душу, сразу же ощущает эти энергетические феномены, которые начинают проявляться у человека в теле, в его сознании, у него наступает измененное состояние сознания, его тело наполняется энергией, он чувствует необычайный прилив сил, наполненность. Могут происходить различные феноменальные процессы в его сознании, в теле, как пробуждение кундалини, например, активизация прошлых воплощений и так далее. Но момент узнавания может быть и не таким явным. Он может быть в какой-то степени заблокированным. То есть человек может почувствовать, что произошла какая-то особенная встреча, что от другого человека он чувствует совершенно особенные флюиды энергетические, да? Совершенно особенная связь возникла. Но этот человек может заблокировать эту связь по разным причинам. Среди этих причин могут быть совершенно объективные, допустим, вы замужем или женаты, то есть это понятно, никакой такой связи не должно быть. Либо это может быть действительно блокировка автоматическая, не связанная с объективными причинами, а связанная только с вашими личными, субъективными особенностями. Например, у вас действительно могла возникнуть травма на анахате, энергетическая психотравма, которая привела к тому, что ваше сердце, то, что называется, закрылось, и вы туда никого не пускаете. Вот сознательно это произошло у вас, а потом уже выработалась бессознательная реакция. Как только вы чувствуете, что идет момент или влюбленности, или какой-то симпатии, вы тут же блокируете этот процесс. То есть момент узнавания не так прост, как может показаться. Встретились мужчина и женщина, и сразу же они друг друга узнали. Далеко не всегда так. Узнавание может произойти где-то очень глубоко у вас внутри, глубоко в душе. Вы можете почувствовать, что что-то происходит, какой-то необычный человек. Также это узнавание может сопровождаться такими сигналами в теле, как активизация в РД-центре, активизация в анахате, энергии в анахате. Возможно, вы подумаете, что просто влюбились нежданно-негаданно, но уже через некоторое время начинаете понимать, что это не просто влюбленность, а это какое-то особенное чувство, особенное переживание, которое не похоже на то, что было у вас до того, если вы влюблялись, да? Итак, я хотела привести пример конкретный, то, что ты сейчас озвучил. Очень часто нам пишут, и мы тоже с этим сталкивались, что когда встречается родная душа, будь то РД-учитель, родственная душа или близнецовая половинка, вот именно на этапе узнавания, когда есть какие-то травмы, блоки в сердце, то происходит это так, что внутри, где-то глубоко, душа кричит: да, это вот оно, родное, это близкое, это человек тебе родной. А разум в это время пытается отследить, что-то не то, внешность не та, его социальное положение не то, может быть, там он вообще что-то задумал по отношению ко мне. Ну, то есть вот такие всякие моменты уже возникают в разуме. Именно там ум кричит. То есть такой шум ума на фоне глубинного узнавания, и душа кричит: да, это мое, это наше, родное, доверься этому. А тут включается ум, прошлые травмы, обманы, может быть, предательство, и начинается вот это противоборство ума и души. Поэтому не так просто сдаться этому чувству, что вот это моя родная душа, и все. то есть может происходить по-разному. Вы можете действительно сразу же открыться этому состоянию, этому ощущению, либо наоборот, у вас могут сработать внутренние автоматические механизмы, которые заблокируют этот процесс. Могут быть и другие, как бы сказать, усредненные варианты, когда вы то открываетесь, то закрываетесь, да? То шаг назад, то два шага вперед, то наоборот. Момент узнавания, он не так прост, не так однозначен.
И тут нужно сказать, что этот момент узнавания может растянуться на довольно продолжительное время. И следующий этап, он не наступит до тех пор, пока момент узнавания не произойдет полностью. То есть пока вы в большой степени, по крайней мере, в большой степени не откроетесь вот этому потоку родственной любви. Почему еще говорим родственная любовь? Потому что есть состояние влюбленности, оно весьма кратковременно, максимум оно затягивается на 2 года примерно, это максимум. А чаще всего это несколько дней, несколько недель. А вот состояние родственной любви, оно не проходит со временем. Оно видоизменяется, но не проходит. Так вот, этому состоянию нужно открыться в большой степени, для того, чтобы дальше процесс мог идти в своем развитии. А что это, собственно говоря, за процесс? И о чем мы сегодня говорим? Процесс воссоединения родных душ. Когда встречаются мужчина и женщина, родные души, то автоматически запускается вот этот процесс воссоединения. То есть так устроена такая энергетическая закономерность, что все идет на воссоединение родных душ. И тут нужно внести необходимую коррективу, необходимое пояснение. Это воссоединение может быть как внутреннее, чисто внутреннее, только на духовном плане. Так это воссоединение может быть и внутреннее, и внешнее. То есть воссоединение может происходить как на духовном, так и на физическом плане. Поэтому есть такие термины, как внутренний путь, и там рассматривается только процесс в его духовном, так сказать, проявлении, в духовном разрезе. То есть там физический контакт сведен к абсолютному минимуму. Это может быть переписка, может быть, вы созвонитесь несколько раз, это будет максимум. И тем не менее процесс воссоединения будет происходить на внутреннем плане. Это процесс воссоединения с вашей внутренней структурой, то есть это чисто духовная практика. Сегодня, опять-таки, мы особенно много об этом говорить не будем, но упомянуть это необходимо для того, чтобы было верное понимание. Верное понимание вот всей широты, всего масштаба феномена родных душ. Итак, все-таки узнавание произошло. И после того, как происходит узнавание, даже если это узнавание со стороны одного из партнеров, то наступает следующий момент – это духовное пробуждение. Духовное пробуждение, опять-таки, может быть разной глубины. Но оно случается у всех пар родных душ. Как только вы приняли этот поток, как только вы узнали, что это, ну, скажем так, ваш человек, да, ваша родная душа, или как-то, может быть, вы еще можете назвать, там, моя женщина или мой мужчина. Как только этот момент принятия потока любви произошел, у вас происходит духовное пробуждение. И как минимум вы начинаете переоценивать свои жизненные взгляды. Иначе начинаете смотреть на жизнь, задумываться, начинаете по-другому о жизни, о своих ценностях. А так ли они для вас важны, эти ценности? Ну, например, там, скажем, внешний успех или престиж и тому подобное уходит на 2-е, на 3-е, на 4-е место, это происходит автоматически, и на 1-е место начинает выходить вот это ваше состояние любви, духовного единства. Оно просто само заполоняет вас, ваше сознание. То есть вы начинаете переоценивать свой жизненный уклад, свои жизненные ценности. Это как минимум. Как максимум происходит действительно очень глубокое осознавание, очень достаточно сильное, явное, яркое духовное пробуждение, вследствие которого вы очень активно начинаете интересоваться духовностью, религией, эзотерикой, мистикой. Вас этот мир буквально начинает как будто бы засасывать. Я хочу подчеркнуть, вот именно как будто бы. То есть ваше сознание становится измененным, и вы начинаете воспринимать мир уже не с точки зрения повседневной логики,
а с точки зрения внутренних энергетических духовных процессов. И все это у вас происходит спонтанно, то есть это духовное пробуждение происходит спонтанно. И какой бы ни было глубины духовное пробуждение, вы начинаете меняться. И вот тут вот еще один такой момент. Ваши изменения только начинаются. Если вы вдруг решите, что когда встретите свою родную душу и примете этот поток, у вас начнется духовное пробуждение. Если вы вдруг решите, что это то, что вот само по себе просто изменит вашу жизнь, вот так вот, скажем, запросто и просто, то вы очень сильно ошибаетесь. В данном случае духовное пробуждение носит как бы демонстрационный характер. Вы только-только узнаете, соприкасаетесь с этим миром, с миром духовным, со своей собственной глубиной, со своей сутью, со своим истинным «я». Вы только начинаете знакомиться. Это демонстрационные версии. Это не означает, что после этого, после того, как вы испытали первичное духовное пробуждение, после встречи с родной душой, это не означает, что ваша жизнь дальше в автоматическом режиме просто вся изменится самым кардинальным и прекрасным образом. Вот на это стоит обратить внимание особенно, потому что именно с этим пунктом связаны очень большие и неоправданные разочарования у пары родных душ, у мужчины и женщины. То есть они испытывают эти экстатические состояния, высочайшие состояния любви, духовного единства, даже безусловной любви. Они чувствуют не только свое единство, они чувствуют единство и с окружающим миром. Они чувствуют окружающий мир, воспринимают его как родной, теплый. Они начинают интересоваться всеми духовными текстами и обнаруживают там описание именно тех состояний, которые возникают у них, которые они сейчас переживают. То есть то, к чему многие мистики, духовные практики идут осознанно, идут достаточно долго, путем йогических практик, медитации, или других каких-то техник. Вот все это дается спонтанно родным душам в момент духовного пробуждения, первичного духовного пробуждения. И вот с этим связана следующая иллюзия, что теперь я другой человек, и мы другие, и теперь мы едины, и все будет прекрасно. Не все так сразу, как оказывается. И вот на следующем этапе родные души, пары родных душ, как правило, очень и очень сильно озадачены, обескуражены. Проходит несколько недель, несколько месяцев этого экстатического состояния полетов, единства, духовности, духовных открытий, открытия себя. Поднимается на поверхность память о прошлых воплощениях, вы можете чувствовать силу прошлых воплощений. Это феноменальное состояние, и они, как правило, прекрасные в этот период. Так вот, этот этап заканчивается, и начинается следующий, называется он внутреннее очищение. И вот тут не только закрадываются сомнения у родных душ насчет того, что их встреча – это что-то, это встреча с их божественной половиной или что-то очень прекрасное. Они начинают думать, что, наверное, они ошиблись. И ошиблись друг в друге, и вообще, может быть, это было просто наваждение какое-то, временное помутнение, а вот сейчас приходит как бы расплата за то, что они ошиблись, расплата за ошибку. Процесс внутреннего очищения, он всегда связан с болью. И в первую очередь это внутренняя боль. То есть начинают подниматься на поверхность все те программы, внутренние программы, которые на самом деле мешают воссоединению родных душ. Почему происходит процесс внутреннего очищения? Не потому, что так кому-то захотелось, не по непонятным причинам, да? А причина очень понятная и очень простая. Все эти негативные программы поднимаются на поверхность для того, чтобы человек освободился от них, потому что они мешают воссоединению родных душ. Вот это понятие
закономерность воссоединения родных душ, оно будет красной нитью проходить через всю нашу сегодняшнюю встречу. Давайте я обращу на это особенное внимание. Когда вы встретили свои родные души, когда вы узнали друг друга, когда вы приняли этот поток любви, начинается целостный, очень большой, многоэтапный процесс вашего воссоединения. И все, что происходит на этом пути, все это для того, чтобы вы воссоединились. Либо внутренне, духовно, если это внутренний путь, либо и внутренне, и физически. То есть ничто на этом пути не происходит для того, чтобы вас разлучить. Вот если по большому счету. Если по большому счету, то все происходит для того, чтобы вы воссоединились. Дальше ставим запятую и пишем «но» и многоточие. И вот после этого «но» идет очень обширное объяснение. Почему происходят те очень тяжелые, очень болезненные переживания, которые идут на этапе внутреннего очищения. Почему так больно? Почему мужчина и женщина как бы нарочно начинают задевать друг друга, или невзначай обижать друг друга, или просто из них что-то выскакивает совершенно неконтролируемое, то, что они не могут контролировать, что-то негативное, причем выходят очень большие и, условно выражаясь, темные энергоструктуры, которые начинают буквально разъединять пару родных душ. Как это можно увязать? То, что процесс идет на воссоединение, а то, что происходит на этом этапе, на этапе внутреннего очищения, буквально разбрасывает по разным сторонам пару родных душ, мужчины и женщины. Дело в том, что пока не будут отработаны вот эти вот негативные структуры энергетические, воссоединение будет невозможно. Именно для этого они и выходят. По большому счету, я подчеркну, не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы вы от них освободились. Иначе, чем как через проявление этих структур, больше вы никак не можете от них освободиться. Мы не можем освободиться от того, что мы не осознаем. Это еще сказал старик Фрейд. То есть для того, чтобы мы смогли освободиться от какого-то комплекса, он называл это комплексами, мы должны его осознать. То есть мы должны понять, что это такое. Мы должны как можно более подробно увидеть это, как бы нам, возможно, не было страшно, неприятно, стыдно, больно и так далее. Вот другого пути нет. Именно поэтому и происходит процесс внутреннего очищения, для того, чтобы вы освободились от этих структур. И освобождение от этого негатива не происходит безболезненно, и оно не происходит быстро. Если пара родных душ осознает, полностью осознает, что с ними происходит именно этап внутреннего очищения, это уже решает многое. То есть они перестают друг друга обвинять в чем-то, перестают думать, что это либо их ошибка, что они встретили друг друга. То есть у них уходят многие-многие посторонние мысли насчет данной ситуации. Они четко понимают, что идет этап внутреннего очищения. Как это узнать? Это очень большая история, на самом деле. И, как правило, это начинает осознаваться парой родных душ через месяц, 2, 3 после того, как начинается вот этот болезненный процесс. То есть через 2-3 месяца они понимают, что что-то неладное творится. И начинают задумываться, начинают искать ответы на этот вопрос, что с ними происходит, почему так происходит, для чего все это. И как с этим справиться, вот самый главный вопрос. Как с этим справиться? А вот такой вот этап внутреннего очищения. Есть на этом этапе определенные иллюзии. Некоторые пары считают, что со временем само пройдет. То есть оно со временем как-то должно
само раствориться, потому что не может это продолжаться всегда. Ничто не продолжается вечно. В этом есть определенная ошибка. Почему определенная, я постараюсь объяснить. Дело в том, что если вы, предположим такую ситуацию, вы встретили свою родную душу, у вас произошло узнавание, а потом пошел процесс внутреннего очищения, и вы решили расстаться на этот период. То есть вы сказали, что это невозможно, пройти это слишком больно, невыносимо, и вы решили расстаться. Вы сказали, давай мы порознь поживем, к примеру, подождем, когда время пройдет, и, может быть, оно само утихнет. И тут два варианта, когда вы так вот расходитесь. Либо оно все-таки не затихает, и всякий раз, когда вы выходите на контакт, либо по телефону, либо, там, не знаю, в переписке в какой-то, вы опять чувствуете эти энергии, которые вас разъединяют. То есть опять идет внутреннее очищение. Это один вариант. Или второй вариант, когда вы достаточно долгое время не общаетесь и не видитесь, то все эти процессы действительно как будто бы затихают. То есть уходит этот негатив. Но он уходит не от вас, а он уходит в глубину вас. То есть он уходит куда-то в подсознание. Он опять туда глубоко прячется. Вот в результате встречи с родной душой у вас все это раскрылось и стало проявляться. А в результате того, что вы решили расстаться и не общаться, если у вас это вдруг получилось, конечно же, да, то все это начинает уходить опять в глубину. И возникает иллюзия того, что этот процесс прошел. Но если вы захотите опять начать общение, вы опять почувствуете то же самое. Опять пойдет негатив, опять пойдет боль и все, что с этим связано. То есть процесс внутреннего очищения, если он не пройден и логически не завершен, а как он может быть завершен, я сейчас чуть позже расскажу. Так вот, если он не пройден до конца, то он может вас преследовать, так скажем, или вашу пару, точнее, преследовать сколь угодно долго, до тех пор, пока вы вместе. И вы либо будете вынуждены расстаться все-таки окончательно, либо будете вынуждены пройти через этот этап. То есть в любом случае вы его никак не минуете, если вы продолжаете общение, даже просто общение. Даже если физически не воссоединяетесь, тем не менее продолжайте. То есть тут нужно будет принять этот факт, и тут нужно будет запастись такой энергией, не то чтобы преодоления, а все-таки принятия, определенного смирения. Но смирение не есть послушание, смирение не есть покорность, как бы покорность судьбе, да? А смирение – это именно принятие, когда вы через это проходите. Вот у Кастанеды есть очень хороший термин на этот счет – смирение воина. Воин, он смиряется и проходит через это. Вот примерно то же самое должно присутствовать у пары родных душ. Еще раз повторюсь, либо это внутренний путь, либо это внешний путь, большой разницы в этом нет. Все равно идет внутреннее очищение. Вот таким образом идут этапы один за другим. У всех пар родных душ происходит одно и то же. Еще раз подчеркну, что глубина этих этапов, прохождения этих этапов может быть разная. Масштабы могут быть разные. Это зависит от вашей кармы, это зависит от степени вашей готовности и от других каких-то индивидуальных особенностей. Но в любом случае закономерность остается вся та же самая. То есть узнавание, духовное пробуждение, затем идет внутреннее очищение, и внутреннее очищение должно подходить к своему логическому завершению. Завершению нужно сказать не абсолютному. То есть, говоря о внутреннем очищении и о том, что вы проходите через этот этап, мы не имеем в виду, что после прохождения этого этапа вы очиститесь абсолютно, навсегда и навеки вечны. Мы не говорим об этом. То есть это еще одна иллюзия, что
ожидается, будто бы человек пройдет через этот этап внутреннего очищения, и потом он будет чист и не запятнан, и никогда больше ничто к нему, так сказать, такое темное не пристанет, и ничто такое не возникнет. Нет, конечно нет, это иллюзия, это был бы и самообманом, то есть этого ожидать не приходится, и разговор не об этом. Дело в том, что ситуация состоит в том, что внутреннее очищение идет на том уровне и в тех масштабах, которые необходимы для того, чтобы вы воссоединились на определенном уровне. Будем говорить так. То есть, в зависимости от того, какая миссия вашего воссоединения, такая будет глубина внутреннего очищения. Это уже, опять-таки, другой вопрос, он очень подробный и вряд ли он будет интересен всем. Там идут такие очень индивидуальные нюансы. Мы об этом не будем говорить сейчас. Просто нужно подчеркнуть, что внутреннее очищение, опять-таки, у каждой пары, у каждого человека, оно индивидуально. И у кого-то глубина этого внутреннего очищения может доходить до прошлых воплощений. То есть в прошлых жизнях вы друг другу могли чего-то такого наделать нехорошего, и теперь в этой жизни вы это отрабатываете, вы раскаиваетесь в этом, вы как-то возмещаете друг другу какой-то ущерб, там просите прощения и так далее. Либо наоборот, в прошлых жизнях вы что-то очень хорошее вместе наработали, и в этой жизни вам прошлое воплощение помогает пройти через этап внутреннего очищения. То есть вот такая глубина может быть. Это совершенно реально, работа с прошлыми воплощениями, это совершенно реально. Нужно тут отметить, что родные души часто вспоминают прошлое воплощение именно совместное в первую очередь, когда они вместе были в той или иной ситуации. И эти воспоминания, они могут носить вот как чисто такой познавательный характер, знаете, даже экзотический, что вот вспомнить, кто и кем вы были в прошлой жизни, но эти же воспоминания могут носить сугубо практический характер. То есть вы входите в те состояния, которые у вас были тогда, в прошлых жизнях. И эти состояния, они очень хорошие, так скажем, позитивные, наработки очень сильные, очень, очень полезные для жизни, для вашей. И вы эти состояния переносите в свою теперешнюю жизнь, где решаете многие вопросы вот конкретные в своей повседневности. Вот таким образом может происходить внутреннее очищение, вот на этой глубине. Либо вы можете пройти только по уровню биографического материала, то, что называется в трансперсональной психологии биографический материал. То есть то, что вы наработали только в этой жизни. Где-то там до раннего детства, скажем, да? Или, может быть, вы в перинатальную какую-то область зайдете тогда, когда у вас была внутриутробная, может быть, какая-нибудь травма, или травма рождения, может быть, и это тоже переживете, всякое бывает. Но только биографический материал. Опять-таки, биографический материал может быть проработан далеко не весь, и потом в течение времени, еще длительного времени, у вас будет что-то такое выходить, что еще не проработано. И этому не стоит удивляться особенно, и не нужно как бы обескураживаться этим и размышлять так, что ну вот как же, мы же уже прошли самое-самое, да, и вдруг так оп, и что-то опять появилось. Когда оно будет потом появляться, по прошествии какого-то времени, оно не будет столь страшным, вы сможете с этим легко справиться, потому что основная работа уже была проведена. Все индивидуально, очень индивидуально, но закономерности остаются для всех общие. Итак, вы прошли этап внутреннего очищения. У вас он в основном, вы чувствуете, начинает завершаться. Да? Все меньше и меньше у вас проблем в общении, в личных переживаниях. Возможно, уходят проблемы со здоровьем, кстати говоря. Нужно это отметить. Во время внутреннего очищения у вас может происходить спонтанное самоисцеление. То есть вы можете совершенно реально
освободиться от некоторых психосоматических заболеваний. Так вот, все это уже начинает подходить к своему концу, но дальше следует особенный момент. Очень хорошо эта тема проработана в работах Станислава Грофа. Там это называется перинатальные матрицы. 1, 2, 3, 4 матрицы. Вот то же самое, примерно то же самое, происходит у родных душ. После того, как процесс внутреннего очищения приближается к своему завершению, он приближается не таким образом, что все меньше и меньше у вас проблем, да? Не только так, и в первую очередь не так. А заканчивается он определенным апогеем, можно сказать, таким взрывом. То есть происходит что-то последнее, как последняя капля капает в чашу, которая переполняет эту самую чашу. То есть происходит последний какой-то импульс, который производит эффект, который называется трансформацией. То есть вот эта последняя капля падает в чашу, чаша с водой переполняется, и в вас происходит внутренняя трансформация. За счет внутреннего очищения вы не просто очищаетесь, и все. Как вот мы принимаем гигиенические процедуры, мы помылись, и все. А там происходит, на внутреннем плане происходит именно реструктуризация, энергетическая перестройка. В результате процесса внутреннего очищения вы трансформируетесь. И это третий этап, который называется трансформация. После того, как вы прошли это внутреннее очищение, после того, как вы пережили какой-то апогей, может быть, даже какой-то взрыв, так сказать, внутренний, вы начинаете чувствовать, что что-то очень серьезно изменилось. Меняется ваше мировосприятие, меняется ваше поведение, что очень важно. Вы внешне становитесь во многом другим человеком. Вы иначе реагируете на какие-то внешние стимулы. Если, к примеру, скажем, раньше вы были очень обидчивым человеком, вы могли обидеться так легко и запросто, то после вот этой трансформации вы уже не воспринимаете это как обиду, вы вообще ее как-то не особенно чувствуете. Но это только для примера. Или если до того вы были человеком о себе, так скажем, невысокого мнения, что вот я вот этого не могу, это мне недоступно, но, может быть, хотелось бы, то после трансформации у вас наступает состояние, когда вы чувствуете, что вам это доступно, и вы начинаете это делать. И самое главное, что в результате трансформации происходит, у вас начинает меняться внешняя жизнь, и она меняется достаточно естественно. То есть внешние перемены не происходят через преодоление каких-то сверхтрудностей, вы знаете, как там какой-то рекорд поставить. Нет. А внешние перемены начинают происходить более-менее естественно. Начинает все складываться само. Почему? Потому что таков закон. Вслед за внутренними изменениями у человека происходит внешние. И настоящие внутренние изменения – это всегда трансформация. Поэтому они всегда сопряжены с настоящими внешними переменами. Вот такой этот этап трансформации. Как она может происходить? В литературе и в художественных фильмах нередко можно наблюдать вот этот пиковый момент трансформации. Для того, чтобы почувствовать энергию трансформации, можно посмотреть такие фильмы, как «Мирный воин», как «Револьвер», потом «Пианино». Мы недавно выкладывали в движение этот фильм. То есть человек переходит определенную внутреннюю черту. Причем это не просто сделать шаг, как очередной шаг. Это сделать шаг в неизвестность. Это значит
шагнуть за пределы себя, за пределы того, о чем вы могли думать как о себе, да? Вот выйти за собственные пределы, то, что часто мы можем прочитать, что выйди за пределы себя, познай себя. Вот это происходит у родных душ, но происходит это достаточно естественно. И может это происходить драматично у кого-то. То есть человек и переживать может самый настоящий эффект вот этой внутренней смерти и возрождения. Он может испытать колоссальные внутренние перегрузки, колоссальные переживания. То есть в него может возникнуть вот этот апогей переживания боли, например, страдания или какой-то жалости к себе и тому подобное. Достаточно драматично может переживаться этот этап трансформации, либо это может переживаться достаточно постепенно и очень мягко. То есть не в одну минуту, как это бывает иногда, а в течение нескольких дней, даже нескольких недель у вас будет происходить постепенный, поэтапный, пусть трансформационный. Очень показательно в этом случае сны, которые человек видит. В этот период человек может видеть во снах разрушение. Например, рушатся дома, рушатся мосты, разрушаются высоковольтные линии электропередач, вот очень часто. Почему? Потому что это энергия, вот это, да, показатель энергии, энергетичности процесса, ну и так далее. Вслед за этим он может видеть себя разрушающимся в самом разном виде, и умирающим, либо смерть других людей. Ну, очень неприятные вещи-то происходят в этот момент, вот в этот апогей трансформации. Либо может быть все достаточно мягко. То есть человек, ну, например, один из снов, каких можно привести в пример. Вот человек видит сон, он находится в своей квартире, он выходит на балкон и вдруг чувствует, что балкон начинает раскачиваться. Вот именно балкон. Там в квартире он смотрит назад в свою комнату, там все нормально. А вот балкон раскачивается, и так сильно раскачивается, что вот-вот он вывалится с балкона, упадет. Вот. После этого у человека происходят какие-то перемены. Но это для примера. А также часто вы можете видеть во сне себя переходящим через мост, через подвесной мост, который также раскачивается. Либо через мост, который разрушается. То есть вот этот элемент перехода, да, из одного состояния в другое. И если вы совершаете вот этот переход, если у вас происходит эта трансформация, значит, после какой-то ночи, после какого-то сна, вы можете проснуться и почувствовать себя очень изменившимся. И потом в повседневности начинать замечать, что все вокруг вас постепенно меняется. Появляются другие люди, другие знакомые, возникают какие-то предложения, у вас возникает идея о новой деятельности, ну и так далее. Итак, трансформация может происходить достаточно бурно, драматично, резко и достаточно быстро, за несколько минут, за несколько часов. Так она может происходить за несколько дней, за несколько недель, так вот быть растянутой во времени. Опять-таки, многое зависит от ваших индивидуальных особенностей, а также от ваших взаимоотношений с родной душой. Какие у вас взаимоотношения, во многом это будет отражением того, какой будет у вас процесс трансформации. Очень важный момент. Те люди, которые проходят через эту трансформацию, они оказываются в новом пространстве. Вот мы говорим, или можно читать, или у кого-то еще слушать в лекциях, что вы должны трансформироваться, вы должны пройти внутреннее очищение и измениться. Но очень мало говорится о том, что же происходит, вот так вот достаточно подробно, что же происходит после того, как вы
трансформировались, после того, как произошла ваша внутренняя трансформация. После вы попадаете в новое пространство. И если ваша трансформация была достаточно глубинной, достаточно кардинальной, такой радикальной, то вы можете себя почувствовать действительно беспомощным ребенком. То есть трансформация – это своего рода новое рождение. И вы во многом будете себя чувствовать вот этим младенцем, который во многом окажется беспомощным. Это странно, возможно, прозвучит, но на самом деле вы будете смотреть вокруг себя и по большому счету не понимать, что вокруг происходит и что вы можете здесь сделать, и как вы можете в этом новом пространстве ориентироваться. Вот у вас будет полностью именно такое состояние. Хотя, если вы обратитесь к разуму, то, конечно же, там как бы все понятно. Вы же уже здесь не первый день живете, но ощущения будут именно такие. То есть на какой-то период вы окажетесь буквально обездвиженными. Вам нужно будет определенное время для того, чтобы окрепнуть, для того, чтобы ваша новая энергоструктура окрепла, для того, чтобы она начала ориентироваться. То же самое, когда рождается младенец, ему нужно определенное время для того, чтобы о нем позаботились. Он ничего не может делать сам. Но потом он взрослеет, он начинает ползать, ходить, учиться, работать и так далее. То же самое и после трансформации. Какое время вам понадобится на то, чтобы пройти этот этап обновления? Опять-таки очень индивидуально. И опять это зависит от глубины вашего процесса. Если процесс был очень глубинный, и если вы претерпели такую тотальную, абсолютную трансформацию, то вам может понадобиться год, два, может быть, даже больше. И это известно достаточно широко. То есть, если мы поинтересуемся историей таких людей, как Муджи, например, или Экхарт Толле, или Ашо, или другие, то они все после того, как пережили трансформацию, они где-то около года они были в весьма и весьма пассивном состоянии. То есть они как бы заново собирались, начинали новую жизнь. То есть это нормально. Поэтому, когда к нам обращаются и в службу поддержки, и на индивидуальную консультацию, что со мной произошло и что мне теперь делать, то в процессе беседы выясняется, что да, действительно была трансформация, и сейчас должно пройти определенное время для того, чтобы вы заново начинали фактически заново учиться жить. Вот во многом именно так. Вот таков этот процесс трансформации. Поэтому невозможно о нем не упоминать. Невозможно. Если думать о том, что достаточно пройти просто внутреннее очищение, мы очистимся и останемся такими же, как и были, только чистые станем. Ну, знаете, как в душ сходили. Точно такие же, только чистые. Это не так. Процесс внутреннего очищения завершается трансформацией. И если трансформации не происходит, давайте я еще раз подчеркну, разной глубины, она может быть достаточно, так сказать, поверхностной. Хотя все равно изменения будут очень очевидными. Не будут просто затронуты очень глубинные слои вашей психики, скажем, да, проработается только биографический материал, и на этом уровне произойдет трансформация. Либо на поверхностном уровне трансформации, либо на самом глубинном уровне трансформации. Но все равно этот этап, он неминуем в процессе воссоединения родных душ. И вот после того, как они проходят трансформацию, дальше проходит определенное время, то есть не сразу же, я говорил, что примерно год, это когда глубинная трансформация. Если поверхностная, там, конечно, не так долго, может быть месяц-два, примерно так. Но тем не менее, проходит время, и вы начинаете чувствовать и понимать, и начинаете, соответственно, действовать, как уже другой человек.
происходит ваше преображение, настоящее преображение. То есть вы себя чувствуете, что такое преображение? Вы начинаете чувствовать себя легким, вы начинаете чувствовать себя свободным, чувствовать большую свободу внутри. Вот вы знаете, можно в какой-то степени сравнить это с тем, вот если вы очень хорошо сходили в баню, в парную. Вы настолько обновленные, настолько чистые, вот иногда даже говорят, как младенец, да? Вот если очень и очень приблизительно, то вот что-то такое, это и есть преображение. Вообще энергию преображения очень хорошо можно почерпнуть в музыке. Через некоторое время мы обязательно составим музыкальный сборник, который будет называться «Преображение». Это действительно энергия победы, энергия освобождения, энергия расширения, энергия, когда в вашей жизни вот появляется свет, свобода, вдохновение, самые высокие эпитеты. И это происходит с родными душами, когда они проходят все стадии. И вот после этого, все этапы, извините, и после вот этого этапа не остается никаких препятствий для их воссоединения. То есть им не нужно будет прилагать какие-то усилия, там, волевые, сознательные усилия для того, чтобы воссоединиться. Их воссоединение станет естественным, очень естественным, предельно естественным. Оно произойдет почти незаметно. Вот настолько это будет естественным. И вот на этом этапе возникает осознавание, понимание того, о чем мы говорили в начале и о чем мы договорились, что это будет проходить красной нитью через всю нашу видеовстречу. Приходит понимание того, что воссоединение, оно было изначально запрограммировано, оно было изначально уже предрешено. И от человека зависит, насколько он осознанно пройдет этот процесс, насколько он сможет открыться этому потоку энергии, который его очищает, который его трансформирует, который его преображает. Ведь все, о чем мы сегодня рассказали, это не делает человек, это не делает его сознание. Он не может это сделать усилием воли. Это происходит, это просто происходит. Это проходит через него. И что он может сделать? Он может с этим согласиться, то есть открыться этому потоку, либо не согласиться. Это делает не человек, я хотела добавить, это делает поток. А человек, если он в нем пребывает, то, соответственно, все это и происходит. Ну да, вот именно таким вот образом. Итак, вот на этапе уже преображения пара родных душ, она совершенно естественным образом воссоединяется. То есть не остается никаких препятствий на пути их воссоединения. И это воссоединение, конечно же, оно экстатичное. То есть это не просто, как знаете, короче говоря, это огромный праздник. Ну это вот как раз те картинки, любимые всеми в интернете, да, где мужчина и женщина сливаются в одно, и там фонтан звезд, вспышки и все прочее, то есть единство. Да. Единство близнецовых пламен, это называются эти картинки. И вот они как раз иллюстрируют это воссоединение. И если относиться внимательно, осознанно к этому этапу, то можно понять, что первый этап узнавания и духовное пробуждение, это действительно был демонстрационный этап, то есть было показано, что вот так вы можете жить, вот так вы можете чувствовать, вот так вы можете воспринимать мужчину и женщину, вот так Создатель задумал мужскую и женскую энергию, чтобы они взаимодействовали. Это было показано на первом этапе. А потом, как знаете, в некоторых сказках, в русских сказках, что, как там называлась, царевна лягушка, да? А вот из лягушки она превратилась в царевну, он увидел какая-то красота, значит, какая-то прелесть, а потом она сказала, ну вот теперь ищи меня.
за 3-9 земель. Вот такая сказка. Вот примерно то же самое у Близнецов-Пламен. Им было показано в начале, что вот так вот вы можете жить, вот такая вот прелесть, вот такая вот это, вот такое вот это несказанное божественное счастье. А вот теперь, пожалуйста, совершите свое путешествие к тому, чтобы это произошло уже на всех уровнях. А вот смысл этой стадии воссоединения состоит именно в этом. В том, чтобы вы в конце обрели путь души. Когда на всех этапах ваша душа очищается, трансформируется, она становится сама собой. Вот вы становитесь сами собой. То есть вы обретаете самость. На этом пути вы не приобретаете того, чего у вас не было. Вы приобретаете то, что вам дано изначально. Вы восстанавливаете свою целостность. Вот у Карла Густава Юнга такой и есть термин «путь к целостности», восстановление целостности. Вот именно это происходит с родными душами, и именно на этих условиях они воссоединяются. Именно при таком вот положении вещей. Дальше идет следующая стадия, о которой мы сегодня рассказывать не будем, но о которой нужно упомянуть для того, чтобы возникло четкое понимание, что это не конец пути. Итак, мы сегодня рассказали о этапе воссоединения божественных половинок, о воссоединении родных душ. Это может быть внутренний процесс, может быть и внутренний, и внешний. И в конце нужно сказать, что стадия воссоединения, она не финальная. То есть после того, как воссоединяется божественная пара, на этом все не заканчивается. На этом на самом деле только все начинает начинаться. Наступает следующая стадия, которая называется совершенствование. И эта стадия тоже имеет свои этапы и так далее. Почему мы об этом хотим сегодня сказать в завершении встречи? Чтобы не возникла еще одна иллюзия, что божественная половина, родные души, они встречаются только для того, чтобы воссоединиться и потом, ну вот как бы жить такой же и жизнью, в общем-то, как у всех. Или улететь на небо. Или наоборот, значит, улететь сразу же на небо. Вот до стадии вознесения там нужно пройти еще стадию совершенствования. Вот, вознесение, оно предполагается, оно возможно. Но до него нужно еще долго-долго идти. Это много-много лет, а может быть и не одну жизнь. Вот почему об этом хотелось сказать? Потому что, вы знаете, однажды, правда, только один раз, тем не менее, прозвучало такое мнение. Вот скажите, зачем все эти, значит, перипетии, все эти сложности, чтобы потом вот жить, собственно, как все, да, вот, такой же жизнью? Но это не так. Дальше у вас наступает качественно иная совместная жизнь. То есть вы не сможете просто вести такое бессознательное существование, да, просто вот будучи вместе и занимаясь обычными жизненными вопросами. Наступит совершенно другая стадия жизни. Дальше наступает то, что мы называем новое измерение отношений мужчины и женщины. Но оно и началось уже после того, как вы начали свой путь воссоединения, новое измерение отношений, а потом оно обретает уже свою ширину, широту и глубину. Вот. И там начинается совершенно другая картина. То есть на этом все не заканчивается. На этом все только начинает начинаться. Вот об этом сегодня мы хотели с вами поговорить, об этом хотели сегодня вам рассказать. Ну и, как всегда, если есть какие-то вопросы, комментарии у присутствующих в интерактиве, мы готовы с вами побеседовать несколько минут. Лучше, наверное, если это будет голосом, так получится гораздо быстрее и, в общем-то, интереснее. Те, кто нас смотрит в Ютубе, те, кто не в интерактиве, а просто смотрит в Ютубе, вы, к сожалению, не сможете
задавать нам вопросы, потому что в прошлый раз нам написали, почему вы не ответили на наш вопрос. Его задавали в Ютубе. Потому что мы их просто не видим. Мы их просто не видим, это технически невозможно. Марина включила микрофон. Да, Марина, слышно? Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, я вот прослушала на видео. Станислав Гуров, правильно? Что-что? Станислав Станислав Гуров, да, очень хорошая у него работа, называется «Базовые перинатальные матрицы». Да, можно почитать. Да, очень хорошая работа, и там очень похоже на то, что происходит у родных душ. Во многом похоже. По поводу того, что все это начинается, это очень здорово. Когда все это начинается, всегда сейчас, но всегда каждый день что-нибудь начинается. Поэтому если это бесконечно, конечно, когда встречаются разные души, это самое замечательное, наверное, наследие наука в жизни. То есть на великое занятие, когда встречаются разные души. И город, и желание себе это приносить, поэтому делать. Поэтому я желаю всем это встреч. Да, это действительно встреча, которую можно назвать даром. То есть дается дар человеку, которого он может использовать, и вся жизнь его преобразится до неузнаваемости. Он начнет совершенно качественной новой жизни, новые измерения жизни возникнут. Ну что ж, спасибо, Марина. Да, сайт будет готов где-то дней через 10, наверное, и там будет весь объем информации, очень удобно будет пользоваться, там будет все о родных душах, все в одном месте, как говорится, и да, обязательно известим. Да, и программы, проект, единство, сертификации и так далее. Это обязательно будет. Просто мы сейчас об этом немного говорим для того, чтобы сказать это вовремя. Когда это уже можно будет посмотреть, ознакомиться подробно, мы об этом обязательно расскажем. Спасибо, Марина. И вам спасибо, Марина. Спасибо. Ну что ж, мы благодарим всех участников, кто с нами был в интерактиве, кто видел нас в Ютубе. И прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.